Двоечки, привет. Второй расклад вам достался «Кто тайно скучает по тебе». В канале Telegram вы выбрали свою позицию. У вас второй вариант, второй расклад. Ссылка на Telegram-канал в закрепленном комментарии. Обязательно заходите и не путайте его с магическим чатом. Итак, я думаю, что давайте начнем. Итак, двоечки. Первые две карты — это «Кто тайно скучает по тебе». А тут даже трактовать не нужно, опять же говорю. Мир — это окончание, да, и туз жезлов страсти. Кто это? Это твой бывший. Тот самый, с которым у тебя вот, как сказать, полная история была. От начала и до конца, потому что туз жезлов, да, они там восьмерка кубков, например. И все начиналось как? Искры летели, вы стремились друг к другу, ваши тела пронизывало, как это называется-то, не электричество. Вот это, в общем, фигня. Но как я тебе скажу? Химия такая была, что крышу сносила. И вы прожили вместе целый этап. Может, года полтора или два. Может, больше. Но это не важно. Важно то, что у вас был полноценный законченный роман. Вы вот все стадии прошли. Конфетно-букетный период, вот эту притирку, как сказать, притирку характера. Кризисы тоже, ссоры, страстные примирения потом. То есть вы знали друг друга наизусть, прям до мелочей. И у вас была не какая-то там мимолетная интрижка, да, на пару компотов, а настоящие взрослые отношения. Со всеми плюсами, минусами. И расстались вы по-настоящему. То есть больно, с хлопанием дверями и с тихими слезами потом. Неважно, но расстались окончательно. И точка была жирная поставлена. И вот фишка в чем? Этот мужчина, он вспоминает тебя. Причем вспоминает не абы как, не мимоходом, да, а вот конкретно тоскует. И знаешь, что его больше всего держит? Вот это именно вспышка, потому что нам карты не зря показали туза огня. Потому что не бывает просто так карт, даже если кажется, что что-то незначительно. И именно вот эта вспышка, потому что ни с кем никогда у него не было до и после тебя такое же сумасшедшее притяжение. И он вот это вспоминает, как он смотрел на тебя, как у него вот это все внутри, как сказать, вот бери-биби, бередила, бери вот это вот шторм, шторм внутри, понимаешь? То есть та страсть, которая была вот в начале, и которая, если честно, она не угасла, вот он этот живет, как сказать, вот этим. Ну, он живет своей жизнью, но вот периодически в его голове всплываешь ты. И это периодически очень часто. Потому что, знаешь, вот он помнит твой запах, твой смех, как ты злилась, как ты целовала, как рядом уськи-пуськи, троллялюськи. И это у него не просто ностальгия по прошлому, нет, это реальное желание вернуть то, что было. И внутри у него до сих пор вот этот огонь горит. Пусть и, извиняюсь, пусть и тлеет, да, слабенько, но горит. И вот иногда, когда он один, особенно по вечерам, да, или после пары бокалов компота,
Он достает телефон, твой номер находит и просто смотрит на него. Или фотографии. Возможно, даже сообщения набирает и сразу их стирает. Думает, написать, не написать, может, как дела спросить. Но не пишет, потому что боится. Реакции твоей боится. Боится слабым показаться, боится там разочароваться или тебя разочаровать. Но скучает он конкретно. Нам бы не выпали такие карты, понимаешь? То есть, не просто так каждая карта. Если нам показывают вот эту страсть, значит, она горит у него. И это не фантазии или там мои выдумки, нет. Этот человек, он сидит где-то там, да, и мысленно возвращается к вам двоим. Если бы у него хватило духу, извиняюсь, то, что я хрюкнул, он бы появился уже давно на пороге с предложением все возобновить. Так почему не подходит и не скажет это? Потому что он, знаешь, как вот сказать, он сейчас строит. Вот как по-другому-то сказать вот это? Новую жизнь строит, да? Возможно, новые отношения, новую работу, карьеру, возможно, семью создает, бизнес тянет. У него есть какой-то проект, в который он вот вложился, понимаешь, по полной. Эмоционально, физически, материально, неважно. И это не одиночное плавание. Он с кем-то в связке. Новая девушка, с которой он уже, возможно, живет уже вместе. Понимаешь? И, знаешь, он выстроил нормальные отношения. И разрушать их своими вот этими жезловыми порывами, да, он не хочет. Суть в том, что у него есть, вот как сказать, конструкция, которую он собирает тихонечко по кирпичику. И вот эта конструкция, то есть отношения, да, они требуют надежности, последовательности, а он не предатель. Он и тебя не предавал, и никого не предавал. Он, знаешь, он прекрасно понимает, что если ты появишься снова в его жизни, даже если в роли просто подруги, понимаешь, то все это полетит к чертям. Потому что вы с ним — это нестабильность. Это вот эта буря, страсть, безумие, которая вот сметает все на своем пути. И он себя знает, и тебя знает, и знает вас вместе. Он поэтому боится, что если дверцу эту хотя бы приоткроет, то его вот нынешняя жизнь, она взорвется. И все, что он строит сейчас, все просто в один момент развалится, потому что он не будет вот эту его новую пассию обманывать. И будет скандал, и будет разрыв, и все пойдет наперекосяк. А он боится катастрофы. Боится, что вот он не справится с последствиями. Поэтому тихо сидит, тихо свою тоску вот эту терпит и не высовывается. Ему, знаешь, ему проще молча страдать, чем рискнуть всем, что у него сейчас есть. Это ни в коем случае не малодушие, это расчет. То есть он выбирает безопасность вместо своего сердца, вместо чувств. И он предпочитает вот известное, стабильное, свое вот это вот будущее. Знаешь, это ни в коем случае не значит, что он не готов ради тебя рискнуть. Он готов скучать. Он готов мечтать о тебе. Возможно, когда они пьют вдвоем компот, он думает, что его пьет с тобой. Понимаешь? Но он ничего делать не будет, потому что цена вопроса слишком высока. Что тебе-то делать, зная это все? Да не разжижайся. Вот я не знаю, в кураптонском языке есть такое слово, в твоем языке, не знаю, есть или нет. Не размякивай. Вот не расплывайся. Вот так вот. Не надо сейчас в этих сладких воспоминаниях растекаться, воздушные замки строить или ждать, что он вот-вот там тебе в дверь постучит. Нет. Тебе сейчас нужно включить голову, холодную, трезвую голову.
И посмотри на все честно и без прикрас. Скучать, да, ну и что? Скучать он может, как говорится, до конца своих дней, а толку от этого тебе ноль будет. Ты ни в коем случае не должна сидеть вот в ожидании и вешать на себя статус вот этой недоступной принцессы, которая верность хранит этому призраку из прошлого. Ты живой человек, у тебя своя жизнь, свои планы, свои желания. Раз тебе информация пришла о том, что он скучает, ну ладно, что поделать. Интересно, посмотрела, все, дальше пошла. Знаешь, если он не может преодолеть свои страхи, выбрать ту, которую по-настоящему любит, и прийти к тебе, ну, это его проблема, а не твоя. Твоя задача сейчас дистанцию держать. Эмоциональную и этому физическую. Не лезь к нему сама, не пиши первое, встреч тоже не ищи. Пусть варится в своих соках, да? Ну, в своих мыслях. Если он действительно с тобой хочет быть, да, он способ найдет. Мужик взрослый, он всегда способ найдет, если сильно захочет. Ну, а пока он не нашел, значит, как говорится, не сильно и захотел. Ну, знаешь, полностью тоже не закрывайся при всей вот этой холодности и трезвости. Сжигать мосты пока не надо по картам. Блок на номер ставить тоже не нужно. Удалять из друзей тоже. Ну, надежду можно сохранить, да? Легкую, воздушную, но без фанатизма. Надежду на то, что жизнь, как говорится, штука непредсказуемая. Сегодня мы вот, а завтра мы уже в Антарктиде. И если вам суждено по судьбе вместе быть, то вы будете. Но, а то я тебе сейчас надежду поселю, вот эта надежда не должна мешать тебе жить. Она должна быть где-то на заднем плане, да, как приятная вот эта фоновая мелодия, а не как идея навязчивая. Ты должна быть открыта возможностям, которые жизнь тебе подкидывает. Новый мужчина, новые впечатления. Все это должно быть в твоей жизни. Ты должна свет излучать, уверенность излучать. Поэтому живи полной жизнью, развивайся, радуйся и себя люби. И когда ты будешь в таком состоянии, то есть сильная, независимая, счастливая, тогда или он соберется с духом и придет, или ты просто поймешь, что он тебе больше-то и не нужен. Потому что что? Потому что у тебя дед всегда рядом. Подписывайся на канал и жми на колокольчик. Конечно, приходи в канал Telegram, ссылка в закрепленном комментарии.